И еще один аспект, о котором, наверное, важно сказать. Что касается энергетической механики, условно выражаясь, энергетической механики всего этого процесса, мы, и об этом говорил и Дон Хуан, и об этом писал Кастанеда, и я это в своей собственной практике обнаружил. Энергетическое тело наше, а энергетическое тело, я на всякий случай напомню, под энергетическим телом что имеется в виду? Это все то, что мы имеем. То есть это и плотное тело, и тонкое тело. Я еще назвал самое тонкое призрачное тело. В общем, вот вся совокупность энергетических полей, из которых мы состоим. От самых плотных до самых тонких. Вот этот пузырь находится под давлением внешних эманаций, так это называет Дон Хуан. Можно сказать, под давлением потока энергии внешнего мира. Почему я об этом решил сказать? Потому что вот это давление, то есть на нас дует ветер, условно говоря. Ветер Нагуаля со всех сторон. И этот ветер помогает, то есть тональ — это устройство, которое предназначено для того, чтобы фиксировать точку сборки в позиции первого внимания, в котором мы все находимся. Каким образом? С помощью того, что это давление энергетическое тональ утилизирует и распределяет с помощью описания. Вот такое вот, можно сказать, неожиданная метафора. Это и есть энергетическая функция тоналя. Каждый раз, когда мы утром просыпаемся, включается наш внутренний диалог, мы узнаем предметы вокруг себя, мы как-то называем это пространство, в котором мы находимся, и так далее, и так далее. В общем, включается целый набор программ этого самого тоналя. Вот давление этого внешнего мира, этих больших эманаций, тратится на то, чтобы обеспечить внутри нас вот эти функции. И мы приходим в состояние некоторого равновесия. На нас давит, мы эту силу давления тратим на мышление, на эмоции, на чувства, в общем, на целый ряд тональных функций. Когда мы останавливаем тональ, когда мы останавливаем внутренний диалог, давление эманаций в значительной степени направляется на смещение точки сборки, потому что больше некуда. И если вы долго практикуете, если много лет практикуете, вы это можете напрямую тоже почувствовать. Есть такие моменты, когда мы очень глубоко погружаемся в безмолвие, и мы чувствуем эту силу, которая как будто бы уносит нас куда-то. На самом деле она никуда нас не уносит, она просто смещает центр нашей идентичности, но мы так это воспринимаем. Вот поэтому самые эффективные методы в нашей практике — это остановка внутреннего диалога, неподвижность внимания, о чем мы часто забываем, и неделание.
неделание, то есть прерывание узнавания, прерывание делания смысла. Когда вы смотрите на мир и не узнаете его, вы перестаете делать смыслы, которые автоматически вложены в объекты, окружающие вас. Они становятся для вас просто бессмысленным набором цветовых пятен. Чем дольше вы находитесь в состоянии неделания, тем сильнее вы чувствуете давление этого энергетического ветра. И так, собственно говоря, и работая в этом ключе, мы в конце концов приходим к телу света, потому что точка сборки смещается под действием этого давления, пока не попадет в область третьего внимания, условно третьего внимания, в ту позицию, где кроме энергии мы не переживаем, не ощущаем ничего. Вообще, надо сказать, что в конце долгой жизни практика есть несколько вариантов. Вот если ему повезет, он может сгореть в огне изнутри, достигнув третьего внимания. Это предельное, то есть он достиг предельной интенсивности осознания, который осветил всю нашу целостность, и энергетическое тело становится таким энергетическим вихрем, удерживающим свою интенсивность за счет скорости вращения и поглощения энергии извне. Это очень высокий, конечно, уровень. То есть этому вихрю уже не нужно плотное тело. Второе внимание, другой вариант, на котором можем остановиться. Эти варианты, кстати, описаны в тибетской книге мертвых, в другой метафизике, на другой язык описания используется, но в принципе мы можем там разобрать при желании все это. Да, второе внимание — это тело сновидения и миры сновидения. То есть точка сборки фиксируется, мы научились фиксировать ее в смещенной позиции, и нам открывается целая вереница миров, которые мы можем переживать и переживать. Это открытая перспектива странствий по веренице миров второго внимания. При этом там изменяется, опять же, форма энергетического тела, и она позволяет существовать довольно долго, в 10-15 раз дольше, чем в обычном плотном теле. Вот в индуизме похожие варианты посмертной судьбы называются там рождение в Дева-Локе или там, да, в мире богов, вот что-то вроде такого. Вот. Ну и вот, наконец, уже, если у человека не получилось ни сгореть в огне изнутри, ни попасть в миры второго внимания, тогда уже он перерождается на земле. Если мы соглашаемся с моделью тибетской книги мертвых, то все примерно происходит так. Так это или не так на самом деле, вы можете проверить на собственном опыте, если займетесь практикой. Но я, по крайней мере, большую часть уже проверил на собственном опыте и, в общем, намерен продолжать и дальше. Ну все, до следующих встреч на моем канале.